Мир не таков, каким кажется. Он сложнее наших теорий и глубже наших фантазий. Очевидное, невероятное. Мы привыкли слышать музыку ушами. Но что, если я скажу вам, что музыка — это не просто звук, а архитектор материи? Каждая ваша клетка, каждая планета и даже сама Вселенная выстроены определенной частотой. Добро пожаловать в мир кематики, где физика доказывает, вначале действительно было слово. В XVIII веке немецкий физик Эрнст Хладни провел простой, но гениальный эксперимент. Он взял металлическую пластину, посыпал ее песком и провел по ее краю смычком. Пластина начинала вибрировать. И песок выстраивался в сложные симметричные узоры. Эти узоры сегодня называют фигурами Хладни. Чем выше частота звука, тем сложнее становится геометрический узор. Звуковые волны создают зоны покоя и зоны давления. Частицы материи просто сбегают туда, где тише. И так рождается порядок. Мы называем это музыкой сфер. Пифагор был прав, утверждая, что небесные тела движутся согласно музыкальным интервалам. Вся Вселенная — это гигантский оркестр. В этом эксперименте мы используем металлическую пластину и подаем на нее звуковую частоту. Когда пластина начинает вибрировать, на ее поверхности возникают стоячие волны. В одних зонах движение максимально, в других почти отсутствует. Частицы песка перемещаются из областей сильных колебаний в так называемые узловые линии, точки покоя. В результате звук становится видимой структурой. Для наглядности мы используем пигментированный песок с ультрафиолетовым оттенком. Свет не влияет на физику процесса. Сейчас поверхность находится в покое. Песок распределен хаотично. Я подаю фиксированную частоту. Обратите внимание, частицы начинают перемещаться. Они ищут устойчивое положение. Это узловые линии. Здесь амплитуда колебаний минимальна. Форма — это карта вибрации. Изменяя частоту, мы получим совершенно другую геометрию. Но принцип остается тем же. Материя подчиняется волновым законам. Вода реагирует на вибрацию иначе, чем песок. В жидкости нет фиксированных частиц, она подвижна. При определенных частотах на поверхности воды возникают стоячие волны. Иногда симметричные радиальные структуры, иногда сложные фрактальные формы. Кематика показывает не мистику, она показывает фундаментальную вещь. Материя реагирует на вибрацию. Если изменить частоту, меняется структура. Это универсальный принцип. Что если звук — это архитектор формы? Что если материя подчиняется ритму?
Если звук создает форму, то что создает форму Вселенной? Возможно, реальность — это застывшая вибрация. В индийской философии есть термин «нада Брахма». Мир есть звук. Считается, что священный слог «Ом» был той самой первоначальной вибрацией, которая запустила процесс творения. Посмотрите на древние мандалы и янтры. Они поразительно похожи на современные кинематические снимки определенных частот. Древние мудрецы не имели осциллографов, но они чувствовали геометрию звука через медитацию. Кажется, что между стерильной лабораторией физика и древними текстами профессора-востоковеда лежит пропасть. Но так ли это на самом деле? Физика говорит нам, частота f равна скорости v, деленной на длину волны лямбда, о частоте и резонансе, объясняя, как звук выстраивает материю в геометрический порядок. Восточная философия говорит о нада Брахме, объясняя, кто или что является источником этого звука. Здесь, в этой точке соприкосновения, мы понимаем невероятную вещь. Стабильность — это иллюзия. То, что мы называем твердым предметом, стол, камень или наше собственное тело, на самом деле является стоячей волной. Это застывшая музыка, которая звучит так быстро, что кажется нам тишиной и материей. Если убрать вибрацию, мир рассыпется в пустоту. Если изменить частоту, мир станет другим. Мы не просто живем во Вселенной, мы резонируем с ней. И, возможно, наше сознание — это тот самый камертон, который настраивает этот бесконечный оркестр. Мы искали Бога в ускорителях частиц и находили его в древних танцах. Мы искали порядок в хаосе фракталов и обнаружили, что хаоса не существует. Есть только музыка, которую мы пока не привыкли слышать. Но главная тайна не в формулах и не в мантрах. Она в том, кто сейчас смотрит это видео. Вы не просто зритель. Вы тот самый наблюдатель, который заставляет эту вселенную обретать форму. Без вашего взгляда этот танец не имел бы смысла. Без вашего сознания тишина была бы абсолютной. Помните, каждый ваш вдох — это вибрация, каждая мысль — это новая форма. Танцуйте свою мелодию осознанно. Это было очевидное невероятное. До встречи в следующем резонансе.